не будет конца света. Не будет взрыва, не будет огня в небе, не будет момента, когда все одновременно поймут — все кончено. Если черная дыра появится рядом с Землей, самое страшное произойдет иначе. Мы продолжим жить, пока Вселенная уже начала нас стирать. Представь самый обычный день. Утро. Люди выходят из домов, машины стоят в пробках, самолеты взлетают точно по расписанию. Ничто не намекает на катастрофу. И именно в этот момент, где-то рядом с Землей, появляется объект, который невозможно увидеть. Он не светится, не излучает, он вообще не выглядит как объект. Но у него есть масса. Масса, сравнимая с целой звездой. Пространство вокруг него начинает меняться. Не резко, незаметно, как если бы поверхность воды начала медленно прогибаться под тяжелым предметом. На Земле этого никто не чувствует. Пока. Первые сигналы приходят не к людям, к машинам. Спутники фиксируют крошечные отклонения орбит, совсем небольшие, такие, которые обычно списывают на погрешность. GPS выдает странные ошибки, навигация слегка врет, но не настолько, чтобы бить тревогу. Инженеры перезапускают системы. Проблема не исчезает. Проходит еще немного времени, и физики замечают то, что пугает их по-настоящему. Часы на орбите начинают идти медленнее, чем часы на поверхности Земли. Разница микроскопическая, но она стабильная, и она растет. Время замедляется. А время замедляется только по одной причине — из-за гравитации. Но рядом нет ни звезды, ни планеты, ни чего-то, что можно увидеть в телескоп. Есть только гравитация. Пустота, которая весит слишком много. В этот момент ученые понимают, что если они правы, человечество уже находится внутри сценария, из которого нет хорошего выхода. Рядом с Землей может быть черная дыра. Пока правительства думают, что говорить людям, последствия становятся физическими. Луна первой показывает, что происходит что-то неанормальное. Ее орбита перестает быть ровной. Она слегка вытягивается, словно невидимая сила медленно тянет ее в сторону. Океаны реагируют еще быстрее. Приливы становятся выше, потом резче, потом непредсказуемыми. Вода приходит без шторма, уходит без причины, берега затапливает там, где никогда не было наводнений. Море больше не подчиняется Луне, оно подчиняется чему-то другому. И здесь важно понять одну вещь, которую почти все представляют неправильно. Черная дыра — не космический пылесос. Она не засасывает все подряд. Если бы ты оказался рядом с ней на большом расстоянии, ты бы даже не заметил разницы. Но Земля слишком близко, и черная дыра делает нечто гораздо хуже, чем втягивание. Она заставляет само пространство двигаться. Пространство начинает падать внутрь нее, как река, уносящая все, что в ней находится. Планеты, спутники, свет — все просто следует за течением. Земля не летит к черной дыре. Земля плывет вместе с пространством, которое в нее уходит. Первыми не выдерживают спутники. Их орбиты разваливаются. Одни падают в атмосферу и сгорают, другие исчезают в космосе. Связь начинает пропадать, навигация перестает быть надежной. Самолеты теряют ориентиры. Мир начинает чувствовать тревогу, но еще не понимает причины. Под поверхностью Земли происходит нечто куда более опасное. Гравитация планеты больше не одинакова везде. Один край Земли тянет сильнее, чем другой. Внутри планеты нарастает напряжение. Мантия начинает двигаться, кора трескается. Землетрясения происходят в местах, где их не было миллионы лет. Вулканы просыпаются не потому, что пора, а потому, что планету буквально деформируют. Земля начинает терять форму. Она вытягивается, как капля воды перед падением. Это явление называется приливным разрушением. Именно так черные дыры уничтожают звезды, которые подходят слишком близко. И теперь тот же процесс происходит с целой планетой.
Люди начинают чувствовать странные вещи. Вес тела кажется неправильным, равновесие нарушается, давление скачет. У кого-то появляется слабость, у кого-то головокружение, у кого-то необъяснимая паника. Не потому, что они знают правду, а потому, что их мозг чувствует, что время больше не ведет себя нормально. Часы на Земле и часы в космосе расходятся все сильнее. Сигналы от дальних аппаратов приходят с задержкой. Для нас проходят часы, для внешнего наблюдателя гораздо меньше. Мы начинаем выпадать из общего потока Вселенной. И наступает момент, после которого сценарий уже нельзя изменить. Орбита Земли становится нестабильной, гравитация черной дыры начинает доминировать. Дальше возможны только два исхода, и оба плохи. В первом случае планету разрывает, атмосфера уходит первой, затем океаны, вытянутые в гигантские водяные ленты, материки трескаются, и все это исчезает за горизонтом событий. Информация о Земле перестает существовать. Во втором случае Земля падает в черную дыру целиком, медленно, без взрыва, без финального момента. Для нас это будут часы ужаса. Для Вселенной — вечное зависание у границы. Мы никогда не пересечем горизонт событий в глазах внешнего наблюдателя. Мы просто будем замедляться, пока не остановимся. Навсегда.